Всем привет-привет! Всем отличной новой недели, солнечной, очень жаркой. Ну, в принципе, пока лето. Здесь устраиваюсь так хорошо, чтобы камеру не задеть. В принципе, пока лето. Жара для нас это естественное такое состояние, хоть и немножко некомфортное для работы. Чуть, мне кажется, у меня голос сел. Так, что мы с вами будем сегодня смотреть? Мы будем смотреть тему, что вы не хотите видеть в себе и что вы не признаете в себе. То есть первое, не хотите видеть. Голос у меня прекрасный стал. Ладно, хорошо. И что вы не признаете в себе. Позиции видите перед собой. В любое время вы можете записаться на личную консультацию, либо на беседу со смыслом. Приходите, мне эти беседы очень нравятся. Мне кажется, я в них могу раскрываться намного больше, быть для вас более эффективной. Вот. И также приглашаю вас на свой телеграм-канал, где я даю чуть больше информации, чем тут, там больше раскладов, чаще расклады. Правда, в аудиоформате, но я всегда прикрепляю к ним скриншот расклада, когда можно посмотреть. Вот. Ну и плюс дополнительно записываю ролики информативные, либо делюсь информацией. Так, вся необходимая информация обо мне и ссылка на телеграм-канал есть по ссылке под этим роликом под названием «Мои услуги». Интересно, думаю, наверное, с моим таким голосом, я не знаю, что стало. Почему-то я вдруг так охрипла. Так, ну давайте тогда приступим. Не буду тогда и делать большой. Сделаю поменьше. Так, позиция номер 1. Голубенький камешек. Первый вопрос. Что вы не хотите видеть в себе, единички? Что иногда, возможно, вы отстраняетесь от людей, бываете холодные, бываете в некоторой степени надменными, но это вот, скорее всего, здесь не то чтобы защитный механизм, просто когда вы не хотите, чтобы вас трогали, чтобы вас беспокоили, чтобы нарушали ваши границы, тогда вы можете быть такими жесткими, колкими и иногда ехидными, то есть у вас присутствует вот эта вот такая надменность. Это один момент. Либо могут быть манипуляции в виде игнорирования, да, то есть когда я тебя не замечаю, когда ты, в принципе, знаете, вот как пренебрегаю коммуникации, да, с тобой, то есть специально отдаляюсь, либо выстраиваю определенную дистанцию, как граница, да, и начинаю общаться формально. Вот такие вот моменты вы в себе не хотите замечать, что они у вас есть. Также вы не хотите замечать то, что иногда для того, чтобы двинуться дальше, вам необходимо планирование, вам необходимо выстроить стратегию вашего дальнейшего поведения, да, ваших дальнейших действий. Вот. И, возможно, этого вы не хотите видеть. А для кого-то то, что наступил момент, когда открываются дороги и пришло время двигаться вперед. Что еще вы не хотите видеть в себе? Что на самом деле вот ваше взаимодействие, вы у меня проходите такими, знаете, немножечко отшельниками не по необходимости, а вот некому такому выбору, да, то есть бывают люди, которые, получают удовольствие от того, что они не так общительны, вот, а получают удовольствие от себя самого, и у них возникает такое ощущение, что вот как будто бы я не нуждаюсь в других людях. Вот. Но здесь на самом деле вы не замечаете, что необходимое взаимодействие с другими людьми у вас присутствует. То есть если вы это не признаете, здесь есть какие-то вопросы, над которыми можно было бы задуматься. Да? Почему? Почему? Потому что здесь момент именно, с одной стороны, взаимодействия с людьми, а с другой стороны, вот как будто бы нарушен какой-то баланс.
баланс. И баланс нарушен. Ну вот вы как будто бы в крайности уходите, да, иногда вы так закрываетесь, мне никто не нужен, я ни с кем не хочу общаться, мне и так хорошо, вот, и я буду заниматься только собой, а иногда вот вы как будто бы вот отдаете очень много заботы, очень много внимания, много делаете для других людей, но вот здесь вот крайности, да, здесь как будто бы не хватает определенного чувства меры. Здесь вот прям не хватает. Так, давайте теперь посмотрим, чего вы не признаете в себе. Что вы очень часто, с одной стороны, защищаетесь от других людей, либо от чего-то. То есть вы как будто бы на готовности все время находитесь. Вы не замечаете, как часто у вас появляются сомнения в вашей голове по поводу каких-то моментов, либо людей. И также не то, что вы не замечаете, вы не признаете. Вы не признаете то, что очень часто есть вещи, которые надо решать, а вы как бы осознанно закрываете глаза на это, что вы не хотите решать. То есть пока вот прям все не развалится, только тогда вы как-то будете обращать внимание на эту ситуацию, либо на этого человека и что-то делать, что-то предпринимать. То есть здесь такой человек, который предпочитает закрывать глаза на какие-то моменты во внешнем мире, которые не совсем благополучны именно для вас. Я не говорю о том, что это вот касается каких-то других людей. Вот. Но очень часто вы наступаете себе на горло, то есть видите, что что-то рушится, что что-то идет не так, но старайтесь не обращать внимания. Что еще вы не признаете в себе? Ну, не признаете в себе вот императрицу, да, что вы уже тот человек заботливый, внимательный, с большим огромным сердцем, человек, живущий в гармонии, человек, уже много чего достигший в своей жизни, с очень такими приятными, мягкими женскими энергиями. Ну и с большим сердцем, я могу сказать. Почему-то здесь по каким-то причинам вы это не признаете. Ну и последний аркан, чего вы не признаете в себе. Наверное, импульсивности своей некоторой, да, то есть вот как раз-таки вот здесь вкупе с королем мечей очень хорошо это проигрывается. То есть с одной стороны вы можете планировать, да, какие-то вещи и доводить их до конца в теории, но на практике иногда бывают такие моменты, что вам хочется бросить, что вы как-то очень быстро перегораете, может быть, эмоционально зажигаетесь, вот, и перегораете, ну, то есть вас надолго не хватает. Также вы не признаете, возможно, свое непостоянство. Вот здесь вот тоже так, знаете, бабка надвое сказала, непостоянство в своих людях, но что здесь имеется в виду? Здесь нужно разграничить близких людей, да, для вас, друзей, вот там вы постоянны. А вот в знакомствах, в общении, то есть вы достаточно легко можете менять окружение. А вообще вы не признаете свой какой-то такой легкий, позитивный нрав. Вот, и, наверное, то, что хотели бы вести какой-то праздный образ жизни, да, такой веселый. А возможно, вам и не хватает такого активного отдыха, да, то есть переключиться, возможно, с работы. Но здесь не то, чтобы сидеть, да, в пассивности, а здесь активность. Но активность, она такая легкая, веселая. Возможно, общения не хватает, праздника, ну вот какой-то радости, да, и беззаботности. Вот это вот вам здесь не хватает. И это вы не признаете в себе, что вам этого не хватает. Вы слишком правильные по иерофанту на дне. Так, у вас есть четкая картина мира того, что вы хотите, как вы хотите. И вот иногда признать чужое мнение, да, что, возможно, человек прав в чем-то, да, вот вам бывает иногда, не всегда, иногда бывает очень сложно. Так, вторая позиция, красный камешек, смотрим, двоечки, что вы не хотите видеть в себе.
Потому что иногда вы бываете колкими, да, вы бываете таким, знаете, всезнайкой, я все знаю, я все понимаю. Возможно, можете указывать на какое-то несовершенство другим людям. Но вообще, в принципе, да, по пажу мечей, можете в себе не замечать, насколько вы бываете одержимыми достижением каких-то своих желаний именно в материальном плане. То есть именно насколько вы бываете сконцентрированы. Такое ощущение, что вот иногда заклинило человека, вот я хочу это получить. В какой-то момент, может быть, вас и попускает, и вы понимаете, что, а что со мной случилось, с чего это вдруг я прям так горю, там, купить что-то, да, либо сходить куда-то, либо посмотреть. Но вот, в принципе, вот такие вот моменты иногда вы в себе не замечаете. Здесь вопрос именно одержимости. Я хочу, и я получу. Это какая-то вот категоричность, да, тоже может быть. И иногда не замечаете свои слова, да, что они могут как-то ранить других людей. Но это вы делаете неосознанно, но в любом случае такое имеется. Что еще вы не хотите видеть в себе? Что иногда вы впадаете в четверку кубков, такое в некое уныние, да, может быть, пессимизм, и когда вам на это могут указывать другие люди, вам это не всегда приятно. Вы говорите: нет, я в принципе позитивный человек, да, то есть, это просто такой момент, и поэтому я немножечко приуныл, да, либо опустил руки. Нет, вы падаете духом достаточно быстро. То есть вот это вот вы не замечаете. Либо у вас происходит какое-то выгорание очень быстро эмоциональное, да, когда я ничего не хочу, я не вижу выхода. Но вот здесь вот, скорее всего, пессимизм присутствует, а вы его не признаете. Опять же, не могу сказать 100%, что вот это ваша природа такая, но очень часто в процентном соотношении такие настроения, такие дни в вашей жизни присутствуют. Так, что еще вы не хотите видеть в себе? Вот тройка мечей нам это и подтвердила, что любите вы пострадать, да? Любите вы пострадать, в этом находите какое-то свое удовольствие. То есть для чего-то вам нужно, что-то это страдание дает вам, не знаю, может быть, какой-нибудь защитный механизм, да, может быть, здесь внимание, то есть как способ манипуляции. Здесь по-разному, здесь у каждого может быть свое, но в общих чертах нравится иногда пострадать тоже есть. Что еще вы не хотите видеть в себе? Не хотите видеть то, что можете быть оценочными. Опять же таки, не по отношению к другим людям. Не сильно прям категорично, нет, у вас нет этой категоричности, но очень часто присутствует у вас оценка себя, оценка других, вот почему-то для вас это актуально. Также аркан справедливости здесь указывает на то, что, возможно, вы иногда идете вот именно в перекос эмоциональный, да, в сторону вот страданий, вы это не замечаете, что надо выравнивать, да, надо наблюдать за собой и выравнивать эти силы. То есть вам как будто бы справедливости, что ли, какой-то не хватает. И рыцарь мечей указывает, опять же таки, на то, что, смотрите, здесь не такие-то и большие важные вещи, которые вы в себе не замечаете, потому что они идут по малым арканам. И помимо того, что, не считая аркана справедливости, помимо того, что они идут по малым арканам, они мелкие, да, в своей, как сказать, важности, что ли. То есть паж, рыцарь, там четверка кубков, тройка мечей, не такие большие по значимости. То есть вы в любой момент на это можете повлиять, и исходя из этого я могу предположить, что здесь, скорее всего, это вот, видимо, какой-то временный ваш настрой, такой упадка. И вы этого не замечаете, да, что вот как-то, может быть, внутри себя, да, на данном этапе как-то упали духом, уныли. Но здесь вот категоричность, она какая-то присутствует. И также присутствует вот это состояние горя от ума, я много знаю,
Вот, я много чего умею, но в большей степени знаю, много разнообразной информации обладаю, а применить это никуда не могу, и от этого, возможно, иногда даже и страдаю. Вот. А так, в принципе, можно сказать, что в каких-то моментах вы являетесь ходячей энциклопедией. Вот от этого тоже можете страдать, потому что сложно как-то определиться, да, сделать выбор в контексте того, куда применить вот эту вот информацию, либо как на ней можно зарабатывать. Этого вы не хотите видеть. Что вы не признаете в себе? Что вы не признаете в себе? Император, что вот, возможно, здесь вам необходимо на данном этапе сфокусироваться на моменте здесь и сейчас. Возможно, вы не признаете то, что вам необходимо взять ответственность, да, либо, сейчас я уточню этого императора, да, не признаете то, что каким-то образом вы изменились. Сейчас, секунду. Мне не дает покоя этот император, не совсем я его понимаю, что какие энергии здесь идет. Все поняла. Что, возможно, вы не признаете тот факт, что нужно что-то изменить сейчас, да, какая-то вот у вас наступила пора стабильности. Есть какие-то, не знаю, правила, свод правил, устоев, и вот их нужно немножко сейчас изменить. Ну, либо сейчас идут какие-то перемены, да. Как будто бы энергия зарождается внутри вас, и у вас появляются амбиции, желания двигаться вперед. Да, какие-то очень серьезные. Вот видите, старшие арканы пошли. Наступают времена перемен именно касательно вашего желания. То есть вот эти вот уже страдания, да, здесь такое ощущение, что, не знаю, может быть, это был в прошлом, недавнем прошлом этот период, а может быть, он и сейчас идет, да, он приходит к завершению. Такое чувство, что там было много времени, и вы могли много думать, и от этого страдали. А здесь как будто бы такое, знаете, наступает этап, когда вам нужно будет заняться делом, когда будет очень много активности, будут шансы, возможности на то, чтобы реализовать какие-то свои желания, какие-то свои мечты. То есть наступает новый эон, наступает новая эпоха. То есть, причем эта эпоха, она не только идет изнутри вас, да, какие-то перемены, а это какие-то внешние кризисные моменты, когда, ну вот, старое, оно уже не актуально, да, и аркан Шута об этом и говорит, что вы не признаете тот момент, что что-то новое врывается в вашу жизнь, либо ворвется вот-вот в вашу жизнь, и вы не признаете перемен, вот так, если я могу сказать. Хотя, в принципе, перемены, они здесь для вас благоприятные. Но по каким-то причинам вы здесь пока не признаете. То ли это вы еще не уверены, то ли еще окончательно не прочувствовали. Но здесь грядут серьезные перемены. Серьезные перемены, на которые вы повлиять не сможете, и вам просто нужно будет научиться адаптироваться под них для того, чтобы получить какую-то выгоду для себя. Да, здесь что-то новое зарождается. Так, это была вторая позиция. И мы с вами переходим к третьей, к зелененькому камешку. Троечки, что вы не хотите видеть в себе? Что вы не хотите видеть в себе? Так, колебания. Не хотите видеть то, что вам необходимо сейчас какое-то движение, да, необходимые перемены в вашей жизни, что вам необходимо как-то поддержать себя, поддержать свой дух для того, чтобы ощутить себя на коне. Здесь какое-то движение должно быть. Вы не хотите видеть, да? Что здесь нужно оставить то, что уже
не дает вам желаемых результатов, что конкретно надо оставить. Ну, какие-то страхи позади. Страхи, сомнения. Здесь наступил период, когда все сдвинулось с мертвой точки и двинулось вперед. И вам в этом потоке тоже нужно двинуться вперед. Но здесь как будто бы идут беспокойства, эмоциональное очень сильное напряжение. Это не связано с тем, что вы не хотите, просто здесь какие-то другие моменты идут. Скорее всего, вы не хотите выходить из состояния комфорта, в котором вы некоторое время уже пребываете. Здесь вам это нравится, да, и как будто бы не хватает вот вовлеченности, интереса для того, чтобы пойти в это новое. Но здесь что-то новое действительно разворачивается. Даже если это не что-то новое, но здесь вот как будто бы движение пошло. Как будто воды, которые стояли, начали двигаться. Причем очень активно и очень быстро. А вы, возможно, настолько адаптировались под то, что ну, все хорошо, комфортно, спокойно, да, что вдруг вот этот вот водопад энергии, который сваливается на вас, он, ну, с одной стороны, он вас взбодрил, а с другой стороны, вы как-то очнулись и понимаете, что нужно двигаться. А куда вам нужно двигаться? Ну, здесь нужно двигаться в страхе, да, в сторону завершения, видите, в сторону завершения. Здесь перемены нужны. И эти перемены, они уже пришли. Они уже пришли, вам нужно двигаться просто, довериться этому потоку и двинуться туда, куда вас выведет поток. Не факт, что это будет что-то новое, но здесь нужно идти за потоком. Хорошо, и последний вопрос. Чего вы не признаете в себе? Чего вы не признаете в себе? Возможно, что вы удачливый человек, везучий человек, что вы сами, да, сами создаете для себя какие-то шансы жизненные, да, возможности, перемены. Может быть, ментально вы их хотите, желаете, и они случаются. Но вы не замечаете в себе вот эту вот какие-то возможности здесь на более качественную, лучшую жизнь. Семерка мечей говорит о какой-то хитрости, что вы не признаете в себе. Здесь такое ощущение, что вы как будто бы не признаете свою силу, да, вам как-то вы ее принижаете и в некоторой степени даже обесцениваете, говоря о том, что ну, я не верю, что у меня что-то получится, и я не вижу смысла даже это начинать. То есть здесь какая-то внутренняя ментальная борьба у вас идет с заделом на поражение, изначально на поражение. Но это хитрость, видите, связанная с тем, что я не хочу куда-то двигаться, да, вперед. Я не хочу двигаться, но башня, она все равно разрушит все до основы здесь. Здесь, да. Здесь нужно очищать себя от груза, от тяжести, от ответственности, от того, что вы на себя вложили. Нужно очищать себя от непонятных моментов. То есть вы не видите в себе, насколько вы сами себя загрузили, насколько этот груз, он прибил вас, как говорится, к земле, и вы не можете встать на ноги заново, и вы находитесь вот в этой стабильности, да, какая-то вот такое ощущение, что вот вас плита прибила, и вам тяжело ее сдвинуть с себя. Но и вот в этом состоянии, да, какого-то тяжа, груза, ответственности, вы как будто бы не понимаете, куда вам идти, что вам делать, как эту плиту с себя снять. Но на самом деле это все обман. Это все обман. Начали с семерки мечей, закончили луной. Это все обман. На самом деле вы вот туз пентаклей. Вы не видите в себе шансы свои. Вы не видите возможности перемен в лучшую жизнь. Но здесь много разрушений должно произойти в вашем сознании, в вашем ментальном плане. То есть вы должны изменить какие-то свои убеждения. Да, очень многое пересмотреть здесь должны, прежде чем вы наполнитесь. Вот, туз пентаклей и туз кубков. Прежде чем вы наполнитесь, ощутите себя единым.
Да, вот десятка кубков. Мгм. То есть вам нужно немножко изменить свое мышление. По сути, получается, что вам здесь нужно двигаться вперед, да, потому что время настало. И как раз-таки об этом и говорится, да, что вы не признаете то, что вы сами создаете перемены по необходимости, а говорите себе о том, что нет, я их жду извне, а по факту вы являетесь той первопричиной, которая заставляет что-то меняться в вашей жизни. И при этом вы не видите как раз-таки, как вот этот туз пентаклей, он должен превратиться в двойку пентаклей, в состояние изменений, в состояние перемен для того, чтобы запустился процесс движения. То есть, возможно, вы все ждете, когда какая-то подсказка будет извне, либо когда будет какой-то шанс, но на самом деле это все есть внутри вас, да, просто вы не хотите это поменять. И слово «не хочу» меняете на слово «не знаю». На самом деле это не так. Вот. Все вы знаете, все вы умеете и прекрасно можете по желанию изменить. Но общая энергия этой позиции говорит о том, что вот как будто бы весна наступает, какое-то пробуждение, да, вот лед сдвинулся. Снег растаял, и бурные вот эти вот воды, причем даже грязные воды, они вот в потоке куда-то вас несут. Вот вам нужно идти по направлению, по течению этих бурных вод. Да, здесь как будто бы река разлилась, вот, но все идет очень так бодренько, очень шустро. Вот, и вам нужно идти за этим потоком. Вот такой был расклад. Пожелаю вам всего самого всем наилучшего. В пятницу у нас будет анонс на блиц-консультация потока. Давно я не делала в блицах поток, просто сейчас упомянула. Вот, кому интересно будет, в пятницу выложу анонс в разделе сообщества, и в выходные можете записаться на блиц-консультации. А я с вами прощаюсь. Всего самого наилучшего. Всем пока-пока.